Народ, всем привет! Итак, сезон покоса травы, можно сказать, полностью закончен. И многие задаются вопросом, а как же подготовить нашу мотокосу к длительному хранению? Чтобы по весне не было с ней проблем и можно было ее сразу взять, завести и работать. И в этом видео я хочу вам рассказать о тех действиях, которые необходимо сделать, чтобы подготовить нашу мотокосу на зимовку. Итак, первое, пожалуй, самое важное, что необходимо сделать, это выпалить нашу топливную смесь карбюратора и вылить ее с бензобака. Так как со временем топливная смесь портится и хранить ее больше месяца не рекомендуется. А за зиму она просто придет в негодность, и по весне вы не сможете завести свою мотокосу, вы будете там грешить на свечу, на все, что можно. А проблема будет вообще просто банальная, просто топливная смесь пришла в негодность. Поэтому для этого вы берете, накачиваете праймер, для того, чтобы закачать топливо в карбюратор. Потом сливаете топливную смесь полностью всю из бензобака. Ну и включаете кнопку зажигания и заводите свою мотокосу. И ждете, пока она на холостых сама заглохнет. Это необходимо делать из-за того, что вот эти вот мембраны, которые находятся в карбюраторе, они под действием бензина грубеют через некоторое время, если долго там находится в нем. Вот это вот особенно мембрана, которая находится в карбюраторе, которая нажимает на иглу, она становится такая грубая и не выполняет свои функции. Так что заводим нашу мотокосу. Все, как видите, она сама заглохла на холостых. То есть это означает, что там бензина больше не осталось, и все будет отлично. И после того, как вы выпалили с карбюратора топливную смесь, нам необходимо снять фишку со свечи, выкрутить саму свечу и впрыснуть в сам двигатель буквально в 2-3 кубика масла, которое мы используем для приготовления топливной смеси. Делается это для того, чтобы внутри смазать все механизмы, чтобы защитить их от коррозии, там, чтобы кольца вдруг не залипли. Буквально там 2-3 кубика этого хватит. Впрыскиваем прям внутрь. И закручиваем назад свечу. Много впрыскивать масла не надо, так как у вас по весне потом будут проблемы с тем, чтобы ее завести. Но если вы, конечно, переборщили, много масла впрыснули, то по весне просто выкручиваете свечу, переворачиваете косу на бок и дергаете ручку стартера, чтобы оттуда ушли излишки масла. Ну, если вы сделали все правильно, там 2-3 кубика, то это никак не скажется на заведение косы по весне. Так что одеваете назад все это дело и просто продергиваете ручкой стартера, чтобы это масло там разошлось по всем механизмам и все взялось такое тоненькая пленочка масла. Все, таким образом мы надежно защитим наш двигатель от коррозии внутри. Так, ну и следующее по порядку, это нам нужно проверить наш топливный фильтр. Промыть его, в каком он состоянии, посмотреть. Нужно открутить крышечку для этого. Снимаем крышку. И, как видно, состояние нашего топливного фильтра. Посмотрите. Он просто весь мокрый, в масле, в грязи. Видно, что давно здесь его не чистили, не мыли. Конечно, состояние вот такое ужасное. Как видно, с него прям вот так вот масло течет. Это из-за того, что во время работы сюда через дроссельную заслонку подкидывает немного топливной смеси. Ну, бензин уходит, испаряется, масло остается, и прямо вот в нем вот собирается столько масла. Все это дело очень хорошо отмывается с помощью обычного обезжиривателя, которым мы моем посуду. Так что все это дело моем и высушиваем. Конкретно в этой бензокосе наш фильтр выполнен таким вот образом: кольцо, грубой очистки. И для того, чтобы лучше в нем задерживалась пыль, нам нужно слегка его смочить маслом. Смачиваем его вот этим вот обычным маслом, которым мы делаем топливную смесь, приготавливаем. Просто берем сейчас чуть-чуть масла, буквально там каплю на него. Вот так. И вот так мнем его, чтобы он равномерно масло прошло по всему фильтру. Вот так. Будет слегка такая небольшая пленочка масла. И оно будет лучше сдерживать всю пыль, которая попадает сюда. Смотрите, это такой вид топливного фильтра. На моей же бензокосе у меня стоит такой фильтр. То есть сначала стоит фильтр грубой очистки, и дальше мелкой очистки. Здесь я ничего не смазываю, так как здесь вот этот фильтрующий элемент
который второй, он и так все отлично задерживает и ничего не попадает. Здесь можно не смазать. Но если у вас стоит вот такое вот кольцо обычное, то его необходимо смазать, так как лучше будет фильтровать. Ну и все, назад это закрываем, делаем. Дальше нам необходимо смазать наш редуктор. Делать это необходимо хотя бы раз в сезон, если у вас небольшие объемы, чисто так для дома используйте мотокосу. Но перед этим нам необходимо вот это вот все очистить от вот этого вот слоя налипшего, так как за зиму он засохнет и по весне будет еще сложнее его очистить. И вообще брать мотокосу весной такую грязную и работать мне неприятно. Так что все это дело очищаем. После того, как мы все очистили, дальше смазываем наш редуктор. Здесь конкретно на этой мотокосе есть такая тавовница, есть специальный шприц, и с помощью специального шприца задавливается сюда смазка. Ну, не на всех мотокосах это есть, на некоторых просто здесь стоит шестигранник, потому-то нужно выкрутить его. Сейчас я вам покажу, как это делается. Выкручивается шестигранник и проверяется смазка. Просто берете какую-то палочку, вставляете туда и пробуете. Как видите, здесь есть масло, смазка еще. В принципе, здесь нормально. Ну, можно немного смазать все-таки. Бывает такое, что вы проверяете, там уже просто пустота. Ничего нет. Как смазывать? Ну, я смазываю специальной такой вот смазкой Шруш 4. Есть специальная смазка для редукторов, для садовой техники. Ну, и на крайний случай можно использовать литол. Ну, конечно, нельзя использовать солидол, так как он не годится для таких целей. Смазываю я с помощью шприца обычного. Набираю сюда немного смазки. Закрываю шприц. И задавливаю сюда смазку. Все, она полезла назад. В принципе, этого достаточно. Таким способом сразу все полости там не заполняются, какая-то остается пустота. Ну, в принципе, нам и не нужно, чтобы прям он был герметично весь забит маслом. То есть, когда коса начнет работать, будет вращаться шестерни, там вся эта смазка там разойдется и будет нормально. Так что вкручиваем назад нашу тавовницу, и на этом смазка редуктора заканчивается. Так, и помимо смазки самого редуктора, нам необходимо смазать наш вал, который находится в штанге. Для этого нам нужно снять редуктор. Откручиваем здесь два шестигранника. Один, который именно зажимает редуктор на штанге. Его полностью откручивать не надо, послабить всего лишь. И второй шестигранник, который именно фиксирует его в нужном положении, чтобы он находился там, где он должен стоять. Так, вот так я открутил, тоже не до конца. Снимаю его, сам редуктор. Так, достаем наш вал. И вот я прям сразу вижу, какой он сухой. Да, ребят, он вообще полностью сухой. Тут даже ни пленочки нет масла. Полностью сухой. Конечно, это ужасно. Это очень плохо, так как когда вал сухой, здесь стоят в штанге такие втулки, которые держат соосность этого вала. И из-за того, что нет смазки, больше трения об эти втулки. Эти втулки нагреваются, получается, они разбиваются во время работы, и уже они не так хорошо держат герметично наш вал. И потом, когда вы работаете, бывает такое прям вибрация по косе идет из-за того, что эти втулки разбиты, и штанга внутри там болтается. Так что необходимо его смазывать, не забывайте про смазку этого вала. И вот, как видите, я вытащил, и видно, что эти шлицы, там, где они ходят в тот редуктор верхний, тоже полностью сухие. Здесь вообще даже намека на масло нет, абсолютно. Грани, они прям такие синие, видно, что здесь шел перегрев, и они прямо закалились. Конечно, такого допускать ни в коем случае нельзя. Нужно это все делать смазать. Смазываю тем же самым маслом, которое использую для смазки редуктора. Так, беру просто вот так надавливаю и размазываю пальцами. Смазываю вот эти вот шестерни и размазываю смазку по всему валу. Ну и после того, как смазали вал, нужно его ставить назад в штангу, попадая вот эти вот втулки.
все. Попал там в тот редуктор с шестерню. Так, и ставим назад наш редуктор уже. Ну, в принципе, это все действия, которые необходимо сделать, чтобы ваша коса без проблем перезимовала, и чтобы по весне она легко завелась, и вы сразу начали работать, а не мучились с ней. Ну, если тебе это видео было интересно, полезно, обязательно поставь лайк, подписывайся на канал. Возможно, я что-то пропустил, не досказал, напиши об этом в комментариях. Ну и на этом все, так что всем до встречи, пока.